Золото появилось на радаре вчера в 15:30, довольно рано, около 15:30 по Москве, с потенциальным предложением на sell. Что значит потенциальное предложение на sell? Робот проанализировал следующие условия. Здесь мы видим красный тренд-фильтр, здесь мы видим TC Buy, и здесь мы видим пробой TC Buy. И вот на этой свече мы получили установку, что рынок может пойти дальше вниз. Как мы используем эту информацию? После того, как мы получили уведомление, мы ждем коррекцию, первую коррекцию, если мы продаем, к FIBDAT, моим точкам волатильности, и это место, где мы нажимаем Sell. То есть мы торгуем на коррекциях в большинстве случаев, когда видим эту установку. Я здесь захожу, Sell, первый тейк на ретесте структуры. И обычно я захожу двумя позициями. Здесь тоже было две позиции. Первый тейк на ретесте структуры, второй тейк по точкам волатильности, если, например, рынок стал падать. Да, но здесь рынок, мы видим, протестировал и развернулся. Соответственно, вторая позиция по нулям, без убыток. И далее произошло очень интересное и редкое явление. Чуть позже золото снова появилось на сканерах уже с предложением Buy. Как это выглядело? Мы видим тренд-фильтр желтый, мы видим TC Sell, и мы видим пробой максимума TC сигнал. Вот здесь информация о том, что развивается движение вверх. Что мы делаем с трейдером? Мы ждем коррекцию куда? К белым точкам волатильности. Соответственно, первая коррекция к белым точкам волатильности я покупаю. Я покупаю первый тейк здесь. И здесь, в отличие от вот этого входа, у меня была одна позиция. Здесь была одна позиция, зашел, взял профит и вышел. Но мы видим потом, кстати, что произошло. Если позиции две, мы можем, взяв первый тейк, стоп второй без убыток и дальше двигать этот стоп по точкам волатильности, если тренд развивается. Да, основная идея вот этих входов на коррекции по сканеру в том, чтобы ловить большие тренды. Но здесь была одна позиция, да, и, соответственно, я не добрал, можно сказать, да, какую-то значительную часть прибыли. Того 2 трейда по Gold вчера, все со сканеров, да, и 2 профита, один из которых мог принести, конечно, такие нормальные деньги, но я не участвовал. Потом у нас тоже были планы на вход, но это уже было чуть позднее. И в завершении вчерашнего дня у меня был идеальный сигнал. Мы его видели на онлайн-торговле с трейдерами в чате. Я не успел отписаться в Telegram, в специальную группу, где все свои позиции, да, показываю, сообщаю. И обычно присылаю свои планы до того, как все это произошло. Но вчера было очень быстрое движение по Dow Jones. Это индекс. Dow Jones появился на сканерах еще вот здесь. Потом он появился на сканерах здесь. Говоря о том, что, Аркадий, вот здесь начало тренда. Вероятное начало тренда. Соответственно, первая коррекция к черным точкам волатильности. Sell. Причем как агрессивный мы можем сразу продать, так и консервативный, когда мы ждем, например, TC Sell. Сигнал, что бывает нечасто. Да, это, наверное, одна из золотых, можно поместить в золотую коллекцию моих сигналов. TC Sell после вот этой комбинации. То есть здесь мы видим, сканер говорит, что все вниз, а здесь мы видим подтверждение возле FIBDAT. Соответственно, sell, тоже один тейк, одна позиция, но, конечно, потом то, что произошло потом, немножко расстраивает, да, рынок сформировал существенное движение. Вот мы видим 3 сигнала, даже их было 4, сейчас мы еще один разберем. 3, в которых я участвовал, принесли, да, отличные профиты, но 2 из 3 могли принести значительные, если, например, у меня было 2 позиции, когда я остаток двигал по, например, максимумам, да, либо по трейлинг стопу, по точкам, вот этим FIBDATs, или не выходил бы из этой сделки, пока мы не пересекли и не пробили точки, потому что, видите, здесь мы тестим точки, и по факту рынок может, если у меня стоп, например, здесь, прийти коснуться, да, точек, при этом не пробить их, видите, не произошло пересечение, то есть нет белых точек волатильности, и я мог бы спокойно находиться в позиции еще, если, например, жду только пробой. То есть пробой — это означает, что пробили черный, белое внизу, да, и наоборот.
пробили белые, черные вверху. Вот такой трейд, и, наверное, это один из топовых. Также у нас на радаре вчера были индексы NASDAQ и Russell, там примерно похожая история. Я хотел показать вам нефть, я тоже планировал вчера вход по WTI, но немного... И Brent мы видели с трейдерами, но там очень сонный был рынок, и я сейчас пока ждал, уже устал. Вот здесь тоже на сканерах это появилось около половины 7 по Москве. Вот здесь робот говорит, что первая коррекция к FIBDAX это sell зона. Соответственно, вот эта зона, это зона short, да, когда мы продаем. Мы видим, здесь были дополнительные подтверждающие сигналы, но это не важно. Да, и мы видим, что рынок, в принципе, ничего такого не показал. И это легко объясняется тем, что до этого все время цена была во флете, то есть в диапазоне определенном, и ничего существенного. Но, тем не менее, даже это движение без малого 40 пунктов, это нормальные профиты, несмотря на очень низкую волатильность. Итого 3 трейда вчера, золото и Dow Jones, все по сканерам. Сегодня мы продолжим торговать по сканерам. Вот сейчас даже идут сигналы по природному газу. Давайте глянем, как это вообще выглядит. Доллар, иена вот сегодня. Природный газ вот только что прям появился. Давайте посмотрим, что у нас там. Натгаз. Я не торгую Натгаз, хотя этот инструмент шикарный. Вчера поэтому тоже были сигналы. Но у меня спреды большие. Спреды слишком большие, чтобы торговать газ. Это невыгодно. А так это классный символ. Да, но интрадей. Я сейчас говорю только про внутридневные графики. Минутка, когда ты, скажем, там торгуешь 16 до 18 Москвы или до 19. Все. Да, меня не интересует, что там будет вечером, там, 21 час или на следующее утро. Это уже другой день. То есть это только интрадей. И вот мы видим здесь. Вот на этой свече робот говорит: Аркадий, ситуация развивается на бай. Каким образом? Смотрим сюда. Тренд-фильтр. TC. Пробой TC. Вот это все. Ситуация на бай. Соответственно, первая коррекция сюда мы покупаем. Мы можем смотреть на состояние рынка на старшем графике. Например, видите, горит зеленым. Это buy сигнал, buy ситуация. То есть покупай на коррекции к белым точкам. Down, тренд на старшем графике, то есть тренд медвежий. И вот эта покупка здесь будет против тренда на старшем таймфрейме. Я могу сказать: нет, я не буду торговать такие сигналы. Например, если у меня тренд старшего медвежий противоречит, да, этой позиции. И все это я вижу на одном сканере. Угу. Вот видим, кстати, по большинству символов медвежий тренд. Эти down, down, down. И он в реальном времени тоже меняется. Да? Если, например, он изменится, то мы видим информацию. Если flat, то будет написано flat. Да? Доллар-иена сегодня была апсигнал. Давайте доллар-иену глянем. Чтобы вы немножко понимали, да, как все устроено. Доллар-иена. Неважно, какой символ. Да, акция, может быть, российская бумага. Вообще не имеет значения. Так, я правильно написал? USD, JPY. Да, доллар-иена. И вот сегодня по доллар-иене тоже был сигнал. Они все одинаковые, не отличаются друг от друга практически. Так, идем сюда. И сейчас мы посмотрим доллар-иену. Доллар-иена в 11.03. Это терминальное время. По Москве 12.03. Тренд старшего графика вверх. Количество свечей — это отдельная настройка, которая относится к сканеру. И здесь мы видим... Так, еще раз время уточню. 11.03. 11.03. Вот здесь. Да, у нас появился сигнал. Почему здесь? Потому что я включил, да, в это время сканер. Соответственно, в 11.03 терминального времени у меня появился сигнал. То есть вот эта установка, да, это установка на buy. Тренд-фильтр желтый, пробили TC, все красиво. Первая коррекция, да, это buy сигнал. Да, первая коррекция — это buy. Мы можем дождаться теста точек волатильности, но когда мы видим слева TC sell,
и откат к нему, это хорошее место, чтобы здесь уже покупать с первым тейком на ретесте вот этой зоны. Более того, мы видим уровень со старшего графика. То есть прямо сейчас, например, мы взяли часть позиции и остаток переводим без убыток. Если попрет, как у меня по золоту вчера и по Dow Jones, да, вот вчера, например, мне система дала 3 сигнала, и, скажем, ну, я взял процентов, наверное, 20-30 потенциала, который был в этом сигнале. Из возможных там еще столько же можно было уверенно взять. Если будет моментище, да, мы можем хорошенько прокатиться. Вот так упрощается жизнь трейдера с помощью сканеров. У меня их будет 3, сейчас 2. Это сканер T-сканер вот здесь. T-сканер это трендовый сканер, то есть он как раз ищет точку начала, да, тренда, развития тренда. Это сканер R-сканер, reversal, то есть который торгует развороты. Давайте сейчас мы время поставим пораньше. Сколько у нас? Потому что он стоит с 12, а время терминальный еще только 11:20. Давайте поставим часов 10. Посмотрим, был ли у нас сигнал на этом отрезке. Да, вот был сигнал по S&P, DAX, все индексы мы видим здесь на радаре. Золото был сигнал, биткоин, эфириум. Он торгует разворот. То есть он ищет точку, где произойдет перелом, дослом тренда и разворот. А третий сканер, он будет торговать, точнее, он будет отсматривать определенные паттерны, например, слабое дно, слабую вершину, разворотное дно, разворотную вершину, и показывать мне вот таким же образом. Я буду видеть и переходить торговать. В общем, будет больше тренинга, больше видео, как все это устроено. Если интересно посмотреть доп. Тренинги, ссылка под видео, почитайте, посмотрите и подключайтесь. Пока.